Использование искусственного интеллекта делает вас быстрее сегодня, но делает вас хуже как специалиста в долгосроке. И это не хейт, а прямой вывод нового исследования от Anthropic. Они доказали, пока вы радуетесь закрытым задачам с помощью чата GPT и Claude Code, ваш мозг попадает в ловушку, которую психологи называют иллюзией компетентности. Эксперимент показал пугающую закономерность. Разработчики, использующие искусственный интеллект, справляются с задачами в моменте. Но когда дело доходит до реального понимания кода или его отладки, они вчистую проигрывают тем, кто работал руками. Вы чувствуете себя продуктивным, но на деле вы просто разучиваетесь читать код. В этом видео мы разберем, почему быстрые результаты сейчас – это ваш профессиональный потолок в будущем. Авторы изучили 6 паттернов поведения, и оказалось, что и даже если вы думаете, что вы просто проверяете за искусственным интеллектом, вы все равно можете глупеть. Мы разберем, какие именно привычки превращают вас в копипастера и как изменить свой рабочий процесс, чтобы искусственный интеллект стал тренажером, а не костылем. Давайте разберем по шагам, как Anthropic ловил программистов на мнимом знании и почему их выводы изменят то, как вы будете программировать уже завтра. Чтобы эксперимент был чистым, Anthropic отобрали 52 разработчика. Условие было жестким. Минимум год опыта программирования на Python, но 0 опыта с библиотекой Trio. И это ключевой момент. Trio – это библиотека для синхронного программирования. И если ты ее не знаешь, тебе нужно либо реально учиться, либо во всем полагаться на подсказки. Программистов разделили на две группы по 26 человек. Первая группа, контрольная, решала задачи по старинке. Документация, Google и свои мозги. Второй группе экспериментальной, дали в помощь кастомный ИИ-ассистент на базе модели GPT, интегрированный прямо в редактор кода. Фактически у них был Copilot или курсор, который видел весь контекст их файлов и терминала. Задачи были не из разряда Hello World, им нужно было реализовать сложные асинхронные цепочки, таймеры, отмена задач, обработка исключений. После того, как все закончили кодить, их всех ждал экзамен. Им нужно было не просто запустить код, но объяснить, как он работает, и найти ошибки в чужом примере, без использования ИИ. Ученые хотели проверить не то, насколько искусственный интеллект ускоряет написание строк кода. Это мы и так все хорошо знаем. Они хотели измерить формирование навыка. Остается ли что-то в голове после того, как закрывается чат. Или вы превращаетесь в прокси-сервер для передачи текста из LLM в среду разработки. Мы привыкли думать, что искусственный интеллект – это магический ускоритель, который дает рост скорости в 2-3 раза. Но результаты основного исследования Anthropic куда скромнее и страннее. Группа, которая не использовала искусственный интеллект, потратила на решение задач в среднем 25 минут, а группа, которая использовала искусственный интеллект, 23 минуты. Разница всего 2 минуты, и это статистически ничтожный результат. Казалось бы, искусственный интеллект может выдать готовое решение за секунды. Тогда почему люди не стали в 2 раза быстрее? Исследователи заметили, что участники тратили больше всего времени на общение с моделью. Они переписывали промпт, ждали генерации, вчитывались в ответы. Пока группа классических программистов ломали голову над документацией, группа с ИИ занимались симуляцией деятельности. Они чувствовали прогресс, потому что код в редакторе добавлялся, но их мозг постоянно находился в режиме ожидания ответа. Самое интересное, обе группы в итоге получили рабочий код, где трудно было найти разницу. В группе, где использовали искусственный интеллект, была часть программистов, которые действительно были самыми быстрыми, решив задачи за 20 минут. Они постоянно копипастили код. Но именно у них были самые худшие результаты на итоговом экзамене на понимание. Мы будем разбирать это детально немного позже. На этом итоговом экзамене группа без ИИ показала уровень понимания новой библиотеки 67%, а группа, которая использовала искусственный интеллект, 50%. То есть, когда искусственный интеллект отключили, уровень самостоятельного понимания кода у первой группы был 67%, а у второй 50%. И эта разница в 17% – это огромный разрыв в профессиональной среде. Но самое интересное не общая оценка, а где именно посыпались пользователи, использующие ИИ-ассистент.
Исследователи разбили тест на 3 группы: понимание концепции, навык отладки и чтение кода. И именно в отладке случился самый большой провал. Группа без ИИ в процессе своей работы совершала много ошибок. Им самим приходилось копаться в стейк-трейсах и понимать, почему код падает. И именно исправление большого количества ошибок больше всего дало понимание этим программистам того, как работает эта новая библиотека. Группа же, которая использовала искусственный интеллект, просто скармливала ошибку чату. Их мышцы отладки просто атрофировались. Они получили рабочий код, но не получили понимания того, как его чинить. В какой-то степени даже получается, что Антропик задокументировал процесс отупления в реальном времени. Продуктивность искусственным интеллектом не равно короткий путь к мастерству. Но значит ли это, что искусственный интеллект – враг обучения? На самом деле нет. Среди тех программистов, которые использовали AI-ассистент, была группа людей, которые сдали тест так же хорошо, как ребята без ИИ. Все дело в паттернах поведения. И сейчас мы разберем 6 таких. Участники с одинаковым доступом к искусственному интеллекту показали диаметрально разные результаты. Одни практически ничему не научились, а другие усвоили материал, как будто они учили его сами. Худшие результаты показали 3 группы. Первые у нас так называемые делегаты, которых мы чуть ранее упоминали уже. Эти ребята вообще не пытаются самостоятельно разобраться в задаче и просят искусственный интеллект все сделать за них. К примеру, вы получаете задание написать какую-то программу. Вы берете, копируете условия задачи в чат и просите «напиши готовый код». В итоге это самый быстрый способ завершить задачу, но вы ничему не учитесь. Вы не сталкиваетесь с ошибками и не понимаете, как работает код. Далее у нас прогрессивные потребители. У этих ребят дела еще хуже. Время выполнения заданий 22 минуты, а уровень освоения материала 35%. Здесь программисты с самого начала пытались что-то сами сделать, но по мере усложнения заданий просто сдавались и полностью полагались на искусственный интеллект. К примеру, в начале задания вы проявляете какой-то интерес и задаете уточняющие вопросы. Но когда дело доходит до второй и третьей части задания, более сложные, вы перестаете задавать уточняющие вопросы и говорите «просто допиши эту программу». В итоге вы можете освоить какие-то базовые принципы начала задания, но полностью проваливаетесь в изучении более сложных тем. И на третьем месте у нас итеративные отладчики. Эти ребята писали код, получали ошибку и просили искусственный интеллект исправить ее. Снова ошибка, снова исправь. В итоге они потратили больше всего времени, 31 минут, и результат теста у них хуже всех, 24%. Они просто попали в бесконечный цикл копипаста. А теперь давайте поговорим о правильных паттернах использования AI-ассистента в программировании, чтобы по итогу у вас было понимание того, как работает код, и при этом, чтобы скорость не сильно страдала. Самый высокий балл получила группа осмысления после генерации. Эти программисты сначала просили AI-ассистент написать код, но потом постоянно задавали уточняющие вопросы. Далее у нас группа, которую назвали гибриды. Здесь программист сразу отправляет комбинированный запрос LLM, где просит сгенерировать код, и тут же просит дать объяснение того, как этот код работает. Скорость разработки этих ребят, как вы видите, такая же, как и у самой успешной группы 24 минуты, только остаточные знания, остаточное понимание меньше, чем у первых. Но если меня спросить бы, я бы не делал никакой разницы между двумя этими группами, и в самом исследовании они считаются самыми успешными. И последняя группа, также успешная, это у нас исследователи. Эти ребята вообще не просили ИИ писать код, а спрашивали только теорию. Как вы видите, это безопасно, 65% понимания. Это даже быстрее, 22 минуты против 24, но менее эффективно, чем глубокий разбор готового решения, как это делали ребята из осмысления после генерации и гибриды.
Ученые заметили важную деталь. Программисты из последних 3 перечисленных успешных групп тратили на написание одного промпта до 6 минут. Пока делегаты закидывали короткие фразы, эти ребята проектировали свой вопрос, перечитывали инструкцию и уточняли детали. Исследование Anthropic подтвердило то, что многие из нас чувствовали на интуитивном уровне. Нейросеть – это не экзоскелет, который делает вас сильнее. Это скорее беспилотный автомобиль. Если вы сидите рядом на пассажирском сидении и всю дорогу копаетесь в телефоне, то вы доедете до точки Б, но никогда не научитесь сами водить этот автомобиль. Продуктивность, которую мы получаем от искусственного интеллекта, это арендованная сила. И цена этой аренды – ваши собственные нейронные связи. И чтобы не оказаться в группе проигравших, внедрите в свой рабочий процесс 3 простых правила. Первое. Запрет на быструю вставку. Никакой слепой копипаст. Получили код? Окей. Теперь заставьте эту же нейросеть объяснить, почему она выбрала именно это решение. Второе. Дебажьте сами. Не кидайте ошибку сразу в чат. Потратьте хотя бы 5 минут на то, чтобы ознакомиться с ошибкой. Или первую попытку исправить ошибку делайте сами. Как показал тест, именно самостоятельная отладка – это главный источник знаний. И третье. Инвестируйте в промпт. Если ваш запрос короче 10 слов, то знайте, вы делегат. Если же вы описываете архитектуру и ограничения, то вы архитектор. В конечном итоге искусственный интеллект не заменит программистов. Он заменит тех, кто использует его как костыль. Те же, кто сохранит способность думать критически и понимать базу, станут сверхпродуктивными единицами, как бы очередной раз это пафосно не звучало. Остальные же станут операторами Ctrl-C, Ctrl-V, чей срок годности ограничен следующим обновлением модели. На этом у меня все. До встречи в следующем обзоре.